3 штата выбрала, потому что у одной из компаний, в которой в Америке можно взять мотоцикл на прокат, была акция, и если ты перегоняешь их мотоцикл из одного города в другой, они тебе дают скидку 50%. И так как стоит там это очень дорого, то как бы я выбрала самый такой попроще мотоцикл Yamaha VR250. Вот, и он обошелся достаточно недорого. Ну и для того, чтобы его получить, из одного их офиса в Денвере я этот мотоцикл должна была пригнать в Феникс. Самая большая проблема – это перепады температур, и это нужно обязательно учитывать, когда собираешься. То есть я предполагала, что будет холодно, я не предполагала, что будет настолько холодно. Помогли каталитические грелки в спальнике. Без них этой ночью, ой, не знаю, что пришлось бы греться. Банан, вот видите, за ночь замерз. Уже не тут. Ну, по утрам помогает литр горячего воды. С собой из Минска я уже везла 2 комплекта термобелья, то есть полную экипировку, кроссовую обувь, мотоэкип, перчатки, шлем, балаклавы и так далее. И палатку, обязательно каталитические грелки, которые заправляются бензином, чтобы было не очень холодно спать. Взяла свой теплый спальник и какую-то минимальную одежду и фототехнику. И, наверное, это все, что нужно, потому что иначе это попросту не влезло бы. У меня были здоровый рюкзак и сумка, и когда ты летишь 20 часов, потом все это на себе тащить, а тебя еще немножечко глючит от того, что ты не спал. В общем, да, это тяжело. Для того, чтобы взять в аренду в Америке внедорожный мотоцикл, нужно не только показать свои права и паспорт. Да, белорусские права действуют, и мне не нужно было делать какие-то дополнительные там документы. Вот. Но помимо этого нужно было описать свой внедорожный опыт, чтобы менеджер понимал, что вы не возьмете этот, например, здоровый BMW, не выйдете в пустыню и сразу же не сломаете там ногу и не будете лежать и медленно умирать среди песков. Да, ну и помимо стоимости мотоцикла, естественно, сразу ты смотришь просто на стоимость в день, но потом к этому насчитывают еще обязательно страховку. В моем случае это было около $20 в день. И обязательно нужно оставить залог, то есть без этого мотоцикл тебе не дадут. И от размера залога зависит страховка. Дороги в Америке хорошие, как ни странно. Ну, там, в принципе, образ жизни совсем другой, там свобода передвижения одна из таких достаточно значимых ценностей, и у всех есть машина, у многих есть мотоцикл, о дорогах заботятся, их постоянно поддерживают в хорошем состоянии. Если едешь по Беларуси, заправки встречаются через каждые там, 30, 40, 50 километров, то в Штатах можно ехать 100 километров, и там не будет ничего. Потом въезжаешь в мегаполис, они там каждые несколько километров. Но обычно я заправлялась в больших городах, а по пути заправок не было вообще. Это, конечно, будет лично мой опыт, и я не могу рассказывать про всех американцев, но всегда есть, допустим, отличительные черты людей какой-то национальности, а есть отличительные черты людей, которые занимаются оффроудом. И это всегда более дружное сообщество, в котором люди приходят друг другу на помощь, потому что они понимают, как это валяться где-нибудь под камнем, когда тебя зажало мотоциклом, там ты такой лежишь, не можешь выбраться. Понятное дело, что люди, которые сами катаются и понимают, что у человека что-то не в порядке, они остановятся. Например, когда я пыталась подниматься там по серпантину, было много льда, американцы на машинах в основном просто проезжали, там я там стою, там как-то пячусь, там в непонятной позе, там пытаюсь мотоцикл этот как-то там удержать, чтобы он в обрыв по льду не скатился, они проезжают, у них все в порядке. А когда проехали ребята на машине и везли с собой 2 кроссовых мотоцикла, они их спустили даже, и на них поехали вверх, чтобы посмотреть, там не валяюсь ли я где-нибудь в обрыве уже. Это было, конечно, приятно. Да, конкретно в Колорадо интересно, потому что интересно с точки зрения, что здесь была сначала золотая лихорадка, а потом серебряная лихорадка, и что люди построили кучу городов, которые потом в спешке кинули, когда золото потеряло, немного обесценилось. И все эти шахты в основном до сих пор так и стоят, какие-то закрыты, какие-то превратили вот в места, где можно спуститься и посмотреть. За денежку я в одну такую спустилась, и это было очень интересно. Шахтеры работали в ужасных условиях. Остались целые города, такие, например, как город Сент-Эльма, где жили раньше золотодобытчики, и сейчас вот они просто так и на карте отмечены. Заброшенный город, там стоят несколько домов, они все закрыты, попасть туда нельзя, но как бы люди туда приезжают посмотреть, вот
хотя бы посмотреть там особенно не было чего, на самом деле. Я вообще-то собиралась уже ехать в гостиницу искать. Что я здесь делаю? Решила проехать через парк. В общем, в Америке есть несколько рекреационных зон. Это национальный парк и национальный лес. Национальный парк – это место, куда ты платишь деньги, чтобы въехать, и там обычно помимо специальных мест для кемпинга палатку ставить нельзя. А национальный лес – это место, куда ты едешь абсолютно бесплатно, и там, собственно, ставишь лагерь где хочешь. Обычно есть для этого специально оборудованные места, то есть ты едешь вдоль дороги, видишь там какое-то кострище, стоит обязательно значок «Опасные медведи», и там можно оставить палатку, да, без проблем. В такой вот Америке, которая кроме мегаполисов, там нет понятия хостел, там есть только мотели, и мотели по ценам начинаются, по крайней мере в этих 3 штатах, от $55 и выше. Причем, ну, это стандартный такой классический номер, двухместная кровать, одноместных номеров в принципе нет. Если ты там путешествуешь один, тебе много не нужно и ты хочешь сэкономить, все равно, будь добр, плати $60, $70, $80, или, например, 90 или 100 баксов. Да, это было не очень приятно. Но, конечно, есть Airbnb, но там часто бывают такие подозрительные варианты, что нет, ребята, вам этого не захочется. Ну, когда я в первую ночь приехала и поставила палатку, вот как раз в национальном лесу, и было очень темно, и было очень холодно, и я разожгла костер, там и к нему жалась. Вокруг бегали, в общем, всякие фантастические твари, я даже не могу сказать, каких животных я встретила, потому что там какие-то то ли бобры прыгали, то ли еще что-то, непонятно. И оказалось, что там медведь ко мне в палатку ломится, но это просто был ветер. Вот. Ну а утром тоже там очень много вообще, ну, собственно, это просто в лесу, в горах, там много кого живет. Бегали олени, сначала бегали где-то далеко, потом начали интересоваться, подходить все ближе и ближе. Птички разные поют. Наверное, хорошо, что медведя не встретилась, но знак был, что они там где-то там должны быть. Причем, да, стрелять в них нельзя. Что делать, если медведя встретишь, непонятно. Наверное, ну, терпеть, пока он тебя жрет. И да, ну там много где пасутся коровы и быки, причем почему-то вот именно в Колорадо там холодно, там, наверное, какие-то специальные породы, они все такие черные, мохнатые. Вот, и такой один здоровый мохнатый черный бык. Не знала, как его объехать, да, я пыталась его на разных языках уговорить отойти. Он не хотел, было весьма неловко. Ну, как ориентировалась? Сейчас нет проблемы с ориентированием. Сейчас GPS есть везде, ты просто берешь телефон, скачиваешь нужные программы и, собственно, скачиваешь трек, GPS-трек и едешь по треку. Я пользовалась Osmond Maps. В общем, очень хорошие карты, и у меня был на всякий случай запасной телефон, на случай, если первый разобьется. Что-то пошло не так, разбился второй телефон, но первый не разбился, и все было хорошо.
Но мотоциклы, которые сдаются в прокат для таких путешествий, они оборудованы зарядкой, и у тебя навигатор или телефон всегда заряжается, и это очень удобно. Все, что я просто не взяла с собой, я купила там. То есть я купила там горелку, зажигалки, всю еду, чтобы готовить себе ужин. Я не купила себе топор. И об этом я очень сильно жалела, когда пыталась отломить кусок сосны в лесу в Колорадо, вот, потому что, да, опять-таки было очень холодно. И я очень хотела разжечь костер, поэтому, ну, в принципе, пока я там пыталась собрать мелкие веточки с земли, я уже немного согрелась, так что плюсы все-таки есть. Так что, ребята, берите с собой топор, или большой нож, или маленькую пилу. Очень полезная вещь. Конечно, без местной связи было бы гораздо сложнее, потому что большинство треков я уже ориентировалась по месту и скачивала там. Я купила местную сим-карту за $40 на месяц. Но там было 8 гигабайт интернета, и мне как раз вот ровненько-ровненько хватило. Все потратила. Америка большая, и вот некоторые штаты, они примерно одинаковые по всей своей площади, а вот некоторые, например, как Колорадо, они очень разные. И очень понравилось, что ты, например, едешь по горам, там снег, ты спускаешься немного, 100 километров вниз, там начинаются какие-то уже песчаные красные скалы, ты едешь еще немного вниз, там уже пустыня с кактусами, ты ночуешь в тепле, потом едешь там буквально пару часов снова в сторону севера, и снова дикий холод, там светит солнце, то есть у тебя вообще все это смешивается, времена года, какая-то вот местность, оно все вот как-то сливается в одну такую картину, но очень разнообразную, очень яркую, и это откладывается в памяти. Откладываются в памяти конкретные места, например, очень много каньонов в этой местности, и ты просто подъезжаешь, ты смотришь на эту здоровую щель в земле, и у тебя просто нет слов, какая она красивая и сколько эмоций она вызывает. А по большей части моего маршрута я особо не видела людей, там были только всякие, да, там разные дикие зверьки. Но когда я приехала в город Моаб, который является центром, прям столицей такой всеамериканской любителей бездорожья в Америке. Там, естественно, было куча народа, там как раз начался сезон, перестало уже дико жарить солнце, и вот октябрь, наверное, самое замечательное время, чтобы туда поехать поофроудить. Разный рельеф, скалы, каньоны, там с видом на реку Колорадо можно выбрать кучу разных тропинок, разного уровня сложности и покататься. То есть, когда я там поехала по одной из таких тропинок, я там встретила двух товарищей. Один был на такой же Yamaha VR, как у меня, только переделанный под ралли из Голландии. И еще один на Honda XR 650 из Ирландии. Вот, мы решили с ними там какую-то часть проехать вместе. Ну, все-таки вместе быстрее, потому что один ты едешь, смотришь, а вдруг там камешек или еще что-то, а вдруг я упаду, то есть как-то, ну, больше думаешь о своем выживании. А когда вас трое, то вы просто жарите, там, кто быстрее, и, ну, веселее вместе, да. Вот, и потом один из них сказал, что он знает, где там поставить палатку как раз в этом месте бесплатно. И мы вместе раскинули лагерь, и вот он путешествует на большом микроавтобусе и возит мотоцикл с собой, и у него там было, наверное, все. Куча одеял, раскладные кресла, холодильник, переносная плита, на которой он приготовил просто офигительный завтрак, и это было потрясающе. Вот, это, наверное, был один вечер за всю поездку, которую я провела в компании, и эта компания была приятной. То есть мы там раскинули кресла, сделали чай. Оказывается, ирландский чай — это не чай с вискарем, а чай с молоком. Он очень обиделся за стереотип. Вот, ну и сидели, рассказывали какие-то истории. К нам присоединилось еще двое канадцев, которые путешествуют на таком полноценном кемпинге. У них там тоже все оборудовано. В общем, люди любят путешествовать с комфортом. Wave. Oh. Is it something? Yeah, Safe journey. You need to open a little bit. I can see numbers. Is there a light? So it's all right. Спасибо, так гораздо лучше. See? Nice to join. Yeah, I think it's good good. job. Okay, so bye. Yeah, see you later. Woo! And the Cheers. All right, rock and roll.
Ну, в конце октября, конечно, лучше всего ехать уже в более теплые штаты, такие как Аризона. Но даже в Аризоне есть такие высокогорные местности, где ты едешь, вокруг тебя прекрасные какие-то скалы, долины, там потрясающие виды, и ты вроде бы должен ехать и такой восхищаться, а ты едешь и думаешь, господи, как же мерзнет задница. Вот вроде солнышко светит, птички поют. Почему такой дубак? Но с погодой мне повезло, я не попадала ни... Был дождь, но в сильный дождь, в сильный снегопад я не попадала. Конечно, ветер был там холодный, но это ладно, подумать, что у Ямахи была одна ручка с подогревом, поэтому одна рука была в тепле. По большей части все ездят адекватно. Буквально пару раз где-то меня там кто-то подрезал, но так они водят спокойно, они обычно не превышают, потому что знают, что все-таки ведут себя ответственно. Но если подвести итоги, то, послушав тоже местных людей, можно сказать, что эти 3 штата, наверное, одни из самых крутых мест в Америке, вот куда реально стоит поехать, куда классно поехать на мотоцикле и поехать на внедорожном мотоцикле в том числе. Жалко, что не получилось проехать больше по маршруту, который называется Трансамериканское шоссе. Но это не шоссе, а это внедорожный маршрут от одного океана до другого через всю Америку, почти не выезжая на дороге. 10 тысяч километров оффроуда. И это просто восхитительно. Вот, конечно, хотелось бы когда-нибудь вернуться и проехать вот их. И это, наверное, было бы еще круче. Но и так. В общем, в Америке бояться нечего. Просто иметь с собой деньги, иметь с собой все нужные вещи. И можно не знать английского, можно вообще как бы ничего не знать, но если ты адекватный человек, который понимает, что такое мотопутешествие, садишься, едешь. Все будет хорошо.